Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель и владелец сети студий перманентного макияжа. Сегодня у нас будет урок, посвященный бровям. Мы уже сделали веки и теперь будем делать брови. Волосковый метод, азиатская укладка будет, когда они почти от начала растут вниз. Брови мы будем делать на уже сделанную теневую растушевку, но ее мало по сравнению со стрелками, ее точно мало теперь. Нам надо немножко расширить, удлинить, хвостики прорисовать более четко. Я очень люблю делать волосковый метод на растушевку. В таком случае выглядит максимально натурально и проще всего работать на самом деле, чем вот в одну процедуру делать и волоски, и растушевку. Поэтому вот сегодня у нас такой будет вариант. Процедура перманентного макияжа бровей занимает обычно часа полтора вместе с отрисовкой эскиза, с анестезией и, в общем-то, с самой работой на коже. На коже надо работать минимальное количество времени, потому что в определенный момент наступает, когда она просто не берет в себя пигмент. Там уже случается отек, и сукровицы много, и пигмент, если ложится, то сложно, и его можно положить на неправильную глубину, потому что кожа уже травмирована, перепахана, так сказать. В волосковом методе надо научиться в идеале класть пигмент с одного раза, то есть один волосок, один проход. Я сейчас покажу, как это делать, как держать руки, ну и вообще всю процедуру. Эскиз у нас в принципе есть. По цвету все нравится, по насыщенности бледновато, но ярче мы не будем делать, мы просто дорисуем в пустых местах волоски. На самом деле эскиз рисовать здесь особо не нужно, но я покажу, как это делается вообще обычно. Прежде чем начинать рисовать эскиз, вы должны выровнять лицо по симметрии, но по вертикали. Потому что многие сидят, слегка наклонив голову, вам будет сложно рисовать. Если посмотреть хорошо, то вот эта вот бровь, она идет ниже, чем вот это. Это очень часто природный рост волосков, очень часто бывает вот именно такой, когда на левой брови они растут прям гораздо выше. Мы сейчас постараемся максимально выровнять по симметрии с помощью вот карандаша. Сейчас я вот эту бровь прорисую. При таких ярких глазах нам надо удлинить и расширить бровь, и сделать ее ярче, иначе она теряется на лице у нас. Вот когда нарисовали бровь, которая вам нравится, вы берете и показываете вот эту одну бровь клиенту, потому что вы можете начать искать симметрию, нарисовать идеально симметричную вторую бровь, и окажется, что это совершенно не та форма, которая была нужна. Ну-ка, смотри. Нормально? Да, мы гораздо длиннее выразительнее тона. Да, чика, она прям, ее мало. Угу. Все. Когда мы нарисовали эталонную бровь, убедились, что она нравится нашему клиенту, нам надо ее отзеркалить на вторую сторону. Что мы делаем для этого? Это леска, обычная леска, она отрезается кусочек на процедуру, потом выбрасывается и на следующую отрезается снова. И все, дохлый клиент. Что мы делаем? Вот таким образом мы ищем горизонтальные линии, которые вот все вот эти точки, они должны начинаться в правильном одном и том же месте, чтобы не было того, что ускакала одна бровь вверх, одна вниз. По уголкам глаза внешним, не нарисованным, а родным, мы смотрим, проводим такую параллель, поднимаем чуть выше и такой ставим отпечаток. Вот остается такая полосочка. Мне сразу видно, куда мне надо расширить немножко вот сюда к низу головку. Не больно же? То же самое я делаю, отмеряю от уголков глаза внешних, я поднимаю выше, отталкиваясь еще от этого отпечатка, также я нахожу вверх. Вот эта линия, она проходит, и я вижу, где мне начать, закончить, вернее, верхнюю часть головки брови. Ну, здесь это все миллиметражи, здесь, в принципе, симметричный был достаточно эскиз. Конечно, вы еще должны найти центр, ориентируясь на вот этот треугольник на переносице, потому что нос часто бывает кривой, он чуть в сторону смотрит, и на него нельзя ориентироваться.
Точно так же мы ищем внутреннюю часть излома брови. Можно, в принципе, даже не сильно там прижимать, а просто провести. Вот эта часть, она у нас задрана вверх, и свои волоски, как я говорила, растут высоко. Поэтому мы ее опускаем и расширяем к низу, чтобы было максимально симметрично. Соответственно, расширяем и все тело брови тоже. Карандашом надо рисовать легкими движениями, чтобы вы могли одним движением стереть, если что, лишнее. И вот смотрите, сейчас сильно видно прям, насколько они несимметричны. Вот эта бровь задрана кверху, и я точно знаю, что надо по нижней линии прорисовать ее, опустить хвостик немножко. Но на всякий случай мы вот проверим тоже таким образом этот кончик. Есть еще правило такое, обязательное практически всегда. Вот у нас линия осталась. Это видно, да? Вот линия идет. И вот здесь вот у меня должен быть кончик. То есть я расширяю и опускаю немножко кончик. Можно прям гелевой ручкой точечки оставить, чтобы было хорошо видно. Все, теперь прям сразу видно, что бровь встала на место, и теперь они максимально симметричны по отношению друг к другу. И мы обязательно советуемся с клиентом, чтобы убедиться, что ей тоже симметрично и по форме все нормально. Видишь, я насколько удлинила? Смотри, вот здесь поверху дымка будет старого, но его почти не видно, видишь, вот здесь чуть-чуть. Просто чтобы выровнять, я немножко опустила хвостик. Ну, когда я нарисую волоски, его не будет видно. Угу. Ну да, мне тут казалось, что она чуть кривая. Да, тут немножко не хватало, свои отрастишь, как только появится возможность. Ну вот у тебя тут середина, в принципе. Мы нарисовали эскиз, убедились в том, что он максимально симметричен. Вы, кстати, должны обязательно донести до клиента, что абсолютной симметрии в принципе в лице нет. Поэтому мы стремимся к ней, мы делаем максимально симметричными вот брови, да, потому что брови – это лицо лица, и они должны быть красивыми, но они никогда не должны затмевать глаза все равно, ни размером, ни красотой. Как только эскиз утвержден клиентом, мы ложимся, обводим и наносим анестезию. Как мы фиксируем эскиз? Когда это волосковый метод, мне надо рисовать не по карандашу, а в идеале по пустому месту, чтобы я проверять могла и четко видела, где и как, насколько хорошо лег пигмент у меня. Поэтому я обычно обвожу вот так водостойким карандашом. Конечно, мы будем садиться смотреть еще и в процессе по симметрии. В идеале надо с первого раза зафиксировать эскиз. Я люблю вот таким образом натягивать чуть-чуть на себя обе брови одновременно. Таким образом видно хорошо. Не вот так, одна выше, одна ниже, а одновременно две сразу кверху. Точки, в которых начинаются брови. Сейчас я нанесу анестезию. Анестезия у нас, как всегда, лайде. В шприце она, мы ее туда поместили для удобства нанесения. В серединку кладу ее. Многие мастера вообще работают без анестезии. Ну, я люблю линию вести с одного раза, поэтому наношу анестезию довольно таким толстым слоем и держу минут 10, чтобы она хорошо сработала. На бровях я пленку не наношу. Я просто микробраш такой стоматологический инструмент с щеточкой на конце. Я просто ее вот так вот распределяю немножко, чтобы она не лежала прямо в середине, но чтобы она не дотрагивалась до линии вот белой моей. Перед процедурой вы должны обязательно показать клиенту, что ваши расходные материалы одноразовые, что вы вскрываете их перед процедурой. Смотри. Я буду работать акупунктурной иглой, она очень тоненькая. У нее нужно отрезать рукоятку. Это надо делать в перчатках.
я беру за рукоятку ее и прямо возле нее отрезаю. Акупунктурная игла. Я у нее отрезаю рукоятку. И вставляю ее в машинку. Вы должны настроить иглу так, чтобы она смотрелась замершей, чтобы у нее не было вообще бокового биения. Для того, чтобы линия была максимально тонкой. Можно проверить, прежде чем я замотаю ее в пленку. Я проверю на ватном диске. Работать я буду сегодня пигментами Aqua. Они очень густые для волосков. Я их, ну и вообще в принципе, я их разбавляю немножко водой для инъекций. Чтобы была такая консистенция жидкой сметаны, что ли, с чем сравнить. Иначе ну, машинка просто не работает, не рисует. Цвет я взяла самый темный эспрессо, самый светлый Dark Toffee, потому что у нас девушка-брюнетка, в принципе. И ей нужны яркие брови, да? Теперь-то. Они, в принципе, все три цвета эти, они довольно яркие, просто у них немножко разный оттенок. Перед тем, как выливать пигмент, нужно его хорошенько встряхнуть, потому что они часто расслаиваются на слои разные, и вы можете мало красящего вещества вылить себе. Лучше закрывать, чтобы не разливалось. Я добавлю самый светлый из них, еще чтобы он стал светлее. Даже не капает, он как колбаса выдавливается. Для себя я ставлю, чтобы не забыть рядышком те, которые мешала. И в конце процедуры обязательно записываю в карточку клиента все особенности процедуры. Как ложился пигмент, кровила, не кровила, чего хотелось, что получилось, какими пигментами я работала, почему теми и не другими. Это очень все важно, потому что через месяц, когда человек придет на коррекцию, вы ничего не вспомните, естественно. А вдруг надо повторить точно тот же самый оттенок. Или вдруг надо, наоборот, другой использовать. Этот не подошел, если. Обычно я проверяю на ватном диске, хорошо ли кладет. Вроде все хорошо. Так как я дотрагивалась до посторонних предметов, пока наливала пигмент и заряжала машинку, я перед началом процедуры обрабатываю руки, перчатки стилодезом. Я подготовила все к процедуре. У меня здесь стоят пигменты, которыми я работаю, чтобы я их выстроила, просто чтобы не забыть. Я их вряд ли буду трогать еще. У меня есть вода, ватные палочки, диски, пигменты 3 цветов. Самый яркий это у меня эспрессо, самый не яркий это у меня Navajo Brown и Hazelnut. Машинка, ну и в принципе все, анестезия и вазелин, то, чем я буду работать. Анестезию я снимаю очень аккуратно, чтобы не испортить эскиз, чтобы не размазать его. Так как я ее снимаю полностью вместе с карандашом, это я делаю ватной палочкой, чтобы прям такими трущими движениями убрать все лишнее. Иногда она подсыхает слегка, в виде корочки такой застывает, тогда можно ее размочить немножко водой. Я работаю по схеме такой. Терпимо? Сквозь всю бровь я провожу линию. И в нее я буду вливать все вспомогательные штрихи, волоски.
Кожа у меня натянута в две противоположные стороны. Мизинцем я рабочей руки тяну на себя ее, и вот этим указательным пальцем от себя. И получается, она натянута прям как барабанчик. Так, я провела линию, и мне надо теперь понять, на какой глубине мне надо работать. Поэтому в невидном месте я беру и слегка стираю. Вот видно? Видно? Она тут видна, но этого недостаточно. То есть надо вести еще медленнее и чуть-чуть усилие увеличить, потому что мне надо положить с первого раза мои волоски, чтобы они были максимально тонкие. Все мои следующие волоски вливаются уже, чтобы быть уверенной, что я на правильной глубине работаю. Я еще несколько раз проверю. Такими аккуратными движениями я протру и посмотрю. Ну вот сейчас вполне достаточно. То есть я еще немножко замедлилась и увеличила усилия. И вот волоски все видны. Они по цвету такие же, в принципе, как свои получаются. Все. Дальше я уже буду работать с этим же усилием. Это очень важно. Я ощущаю пальцами и визуально глазом я контролирую, на какую глубину у меня я укладываю пигмент. Моя линия, она, вот смотрите, нарисована от внешней части головки к внутренней части излома. Она вот так проведена наискосок одним движением. И я к ней свожу все линии от контура, все волоски, которые я рисую, и в нее вливаю. Расстояние довольно большое между волосками, потому что между ними я буду еще рисовать другим цветом. Линия вот сверху, которая идет, она плавно и с тонкого начинаясь. То есть усилие такое маленькое. От контура, и тоже я вливаюсь в основную линию. Так как у нас рост волосков, они начинают расти вниз почти от середины брови, мы должны повторить, в принципе, эту форму роста. Ничего не выдумывать и не делать наперекор. То есть я не могу рисовать волоски вверх, там, где они растут вниз. В хвосте надо работать еще аккуратнее в хвосте, потому что кожа более тонкая. Она на ней можно заглубиться, вот на хвосте гораздо проще, чем в основном, ну вот на теле брови. Очень важно растягивать хорошо кожу. И вести очень медленно. Вот такой получается скелет. Кровит иногда бывает, что сукровица выделяется, потому что волоски рисуются на чуть большей глубине, чем растушевка. Поэтому вот такое это норма. Сейчас мы нанесем анестезию. Если даже где-то не лег пигмент, то проявится и станет видно. Но, конечно, в идеале надо добиться того, чтобы пигмент ложился с первого раза. Сейчас посмотрим, что получилось. Волосок надо укладывать с одного, максимум с 2 раз вообще в идеале. Нам эскиз уже не нужен, потому что мы его, в принципе, зафиксировали. Карандаш мы стираем белый. Ну вот, весь скелет на месте, все волоски легли, в принципе. В хвосте они чуть-чуть более светлые. Все волоски легли, их все видно, в принципе, эскиз я зафиксировала, я уже не боюсь его потерять. Теперь я буду рисовать просто только вспомогательные волоски. Сейчас я наношу анестезию. Если бы даже, вот допустим, как вот здесь, вот этот волосок, он мало виден. Если бы даже я нарисовала все их так прозрачно, то после того, как сработает анестезия и побелеет кожа, станет их очень все равно хорошо видно. Поэтому
я не переживаю, эскиз я не потеряю уже. Теперь мне надо такую же схему на этой брови воспроизвести. Вот здесь у нас анестезия немножко засохла, пока мы работали на соседней брови, да? Поэтому я ее немножко размочу, чтобы стереть. Потому что, засохнув, она создала корку, и сквозь нее не надо начинать работать, потому что вы можете заглубиться. Вы будете пытаться пробиться сквозь эту корочку и уйдете на слишком большую глубину. В волосковом методе это чревато такими холодными фиолетово-серыми цветами и долгим ношением, слишком долгим. Поэтому все должно быть максимально поверхностно на той глубине, на которой пигмент ложится. То есть вот в самом начале вы, получается, нашли, на какой глубине и с каким вот ощущением сопротивления кожи пигмент ложится и остается вот в виде вот такого волоска. И потом вы должны прям вот с таким же усилием, не больше, не меньше, стараться пройти всю бровь, чтобы не заглубиться и чтобы не работать в холостую. В холостую вы можете просто пройти кожу, травмировать лишний раз и не положить пигмент. Чем больше вы пройдете, вы создадите такой своеобразный фарш, и у вас расплывутся волоски. Почему они расплываются? Они и так расплываются, потому что мы состоим на 80% из воды, но еще и потому что очень много раз проходил мастер и волосок поплыл. То же самое, вот отступаю примерно полсантиметра и такой мягкой линией начинаю от тонкого и сквозь всю бровь. Я уже знаю, на какой глубине мне надо работать. Я прихожу к внутреннему излому. Такая у меня сплошная линия, к которой будут сходиться все мои вспомогательные волоски. Такую длинную линию нарисовать с одного раза невозможно. Вам надо передвигать руку периодически. Как бы переставлять вместе с рисунком. Все. Теперь моя задача нарисовать эти все волоски. Я их нарисую пореже. И я должна идеально симметрично повторить вот рисунок. Вот здесь, если у меня стоит волосок первый вертикальный, я должна его и здесь нарисовать. И все остальные должны находиться под таким же углом, на таком же расстоянии, чтобы вот головка – это то место, в которое сразу бросается взгляд, в глаза. И оно должно быть максимально воздушным и максимально таким идеальным. Если вот здесь уже, где растут волоски, можно где-то сделать разное расстояние или глубину, и там по-разному ляжет пигмент, то вот здесь надо прям вот идеально. Поэтому старайтесь начинать не прямо от самой головки, а вот чуть-чуть отступив от серединки примерно, излома. И потом вот уже выдвигаясь вот сюда к головке. Волосок я рисую от тонкого к толстому и опять к тонкому. Такая структура у него. Если посмотреть волосок, то он начинается тоненько, как веретено, и заканчивается также тоненько, а в середине утолщается. Я не могу нарисовать просто ровное бревнышко. Достигнуть этого можно, если в самом начале и в самом конце чуть-чуть больше на вылет работать. Вы как бы вошли в кожу плавно, прошли на одной глубине и плавно вышли. Вот так воткнуть и провести, и вытащить нельзя, потому что в начале и в конце у вас будет такой обрубок, как бревно. Это некрасиво. Чтобы не потерять эскиз, я вытаскиваю бровь наверх, на косточку, на лоб практически, на ровное место.
И вот палец ставлю, который натягивает кожу в другую сторону, на надбровную дугу ставлю я мизинец, чтобы не стереть эскиз. То есть я не облокачиваюсь, стараюсь не облокачиваться на эскиз. Вам нужно в голове держать эскиз. Кожа должна быть максимально натянута, об этом надо помнить постоянно. Линия не должна дрожать, в идеале она должна быть прям идеально такой ровной. В головку я не лезу больше, мне здесь не надо усугублять, ярче делать. А вот дальше я начинаю прорисовывать вспомогательные волоски. Сейчас не видно. Их тоже в идеале нужно проверять, смотреть, как легли, на правильной ли вы глубине работаете. Самое яркое место у нас обычно середина брови, в районе хвоста. И в этом месте нам нужно добиться максимальной яркости. Поэтому там все сходятся волоски, ну, как бы в одно место. Мы должны создать рисунком такую паутинку, повторяющую, в принципе, воспроизводящую свой рисунок модели волосков. Если нужно усилить какую-то волосинку, то вы должны в нее точно попасть. Поэтому вы растягиваете кожу и смотрите именно глазами, примериваетесь и попадаете прямо в ту же самую волосину. Если вы сделаете это рядом, то они у вас расплывутся и, возможно, превратятся в бревнышки. Вспомогательные волоски, они идут в длину, наискосок от одного волоска к другому. Они не пересекаются прям. Я, получается, довожу до волоска и вытаскиваю иглу из кожи и рисую дальше. Волоски должны выглядеть переплетенными между собой, но они не должны быть переплетенными, потому что в месте, где один волосок перекрещивается, перехлестывается с другим, скорее всего, будет такой подплыв, будет пятно. Очень важно себя контролировать и не спешить. Как только начинаешь спешить и быстро проводить, все, пигмент перестает ложиться, и получается, в том месте, где своих волосков много, вот в этой части, я почти не работаю. Я там прошла один раз, просто чтобы были волоски. Основная работа в хвосте и там, где мы меняли форму и расширяли. Теперь я дам коже отдохнуть, нанесу анестезию. И мы сядем, посмотрим по симметрии. Очень важно это сделать, когда есть возможность исправить что-то. У нас, получается, эта бровь уже закончена практически, а это со скелетом. И тут есть возможность подрисовать еще. Сейчас мы будем садиться. Точно так же капля у нас пигмента красного и щеточка, которой мы подрисовываем. Выравниваем голову и смотрим, где нужно подрисовать. Вот я прям вижу сейчас, что вот здесь пустовато, потому что здесь больше волосков. Моя задача сделать максимально идеально симметричными их как по форме, так и по насыщенности. А это значит, что я в пустых местах дорисовываю, там, где много волосков, я почти не рисую.
Там, где, ну, опять-таки, хвосты, я рисую особенно тщательно и старательно, но с учетом того, что на висках вообще кожа, она более тонкая, ложиться на ней сложнее, но в то же самое время заглубиться на ней гораздо проще. Такая вот есть закономерность, вы должны об этом помнить. Поэтому ни в коем случае на висках вы не глубже, вы просто должны вести медленней, еще медленнее, очень поверхностно. Потому что очень частая ошибка новичков – это то, что они делают фиолетовыми хвосты. То есть корочки сошли и хвостики стали такими синюшными, это значит, там мастер заглубился. Такими легкими движениями я подрисовываю. Вот розовый цвет – это то место, где я буду рисовать новые волоски. Вспомогательные. Очень важно советоваться с клиентом, потому что часто, когда вы долго смотрите, вам уже кажется все либо очень ровным, либо невозможно кривым, и надо советоваться, смотреть в большое зеркало, смотреть из-за плеча. Таким образом, хорошо видно тоже асимметрию, если она есть. Можно также, опять-таки, пользоваться леской, как я показывала, то есть вы вот так вот, проводите, прижимаете, и вам будет сразу видно кончики на одном ли месте, изломы на одном ли месте. Ну вот начало брови то же самое. Я натягиваю тоже кожу и рисую здесь сначала, вот, чтобы не потерять ни в коем случае. Вот, я растягиваю в 2 стороны, даже в 3 получается, чтобы вот у меня пространство стало видимым полностью. И дорисовываю сейчас вспомогательные. Они, получается, у меня начинаются от одного волоска и заканчиваются у другого, но я не рисую внахлёст, я сейчас покажу. Пока у меня нет задачи сделать вот таким образом, хотя они выглядят так. Вот в этих местах будут у нас подплывы, то есть у меня задача, если у меня 2 волоска почти параллельным друг другу, мне надо сделать между ними. Я начинаю от одного и заканчиваю у другого, то есть в итоге это выглядит как переплетение, сложное довольно-таки. Но я не создам вот здесь кляксу. Я стараюсь этого не делать, но потому что это будет потом не очень красиво, когда заживет. Теперь здесь я уже ничего не потеряю, я здесь просто создаю такие переплетения. Волоски мешают, их можно отодвинуть, чтобы нарисовать рисуночек. Но лучше их особо не трогать, а ориентироваться на их именно рост. Вот здесь я для себя отметила, мне здесь надо просто продлить волосинку, чтобы не переборщить. Такое должно быть легкое движение в начале. Вот это вот место, оно должно быть самым таким тонким и красивым во всей брови вообще. Поэтому тут надо крайне так осторожный рисунок рисовать. Просто, получается, я сейчас уже дорисовываю, я выбираю пустые места и в них вставляю волоски. Смотри, когда корочки сойдут, с ними сойдет весь рисунок. Поняла? То есть прям на контрасте будет вообще мало. Надо смотреть, как по цвету ляжет, ну, пигмент, потому что это другой пигмент, на другой глубине лежащий, поняла? Мы закончили нашу процедуру перманентного макияжа бровей, волосковый метод аппаратный. Мы дорисовывали волоски в пустых местах по росту своих, то есть мы, чтобы не перечить росту своих, дорисовывали, прям вот воспроизводили рисунок. Это азиатская укладка, но на макросъемке будет видно лучше. По симметрии сделали ровнее, удлинили хвосты, так как мы сегодня делали тени, глаза стали ярче, больше, и за счет этого брови совсем стали куцами, маленькими. То есть надо в общем смотреть на лицо в целом и плясать от глаз к бровям, получается. Я сегодня работала одним цветом. Обычно я в волосковом методе работаю 2 цветами, то и 3. Но здесь одним, потому что у нас была растушевка зажившая, и на ней уже надобности нету. В принципе, они достаточно яркие, насыщенные. Клиент предупрежден о том, что когда заживет, побледнеет на какое-то количество процентов. Обычно это 15-20%, но, конечно, зависит от ухода, от особенностей кожи. Так как мы работали в один проход практически везде, волосок должен в идеале остаться максимально тонким. Вот
повторюсь, толстым он становится, когда много раз в одно и то же место мастер пытается попасть, и получается такой своеобразный фарш в этом месте, и волосок, естественно, как вот... Как в промокашке, он плывет, становится толстым бревнышком. Если это сделать с одного раза, то с большей вероятностью заживет он так же тонко, как нарисовали. Вот. Этот и другие видеоуроки вы можете приобрести на нашем сайте PMU3. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Также вы можете смотреть нас в Перископе каждый день. Мы делаем трансляции, задавать нам вопросы и задавать вопросы во всех соцсетях. Спасибо за просмотр. Всем до свидания.